Если верить заголовкам в интернете, то золото — это прямо кнопка «Сохранить деньги», причем очень такая надежная и защищенная. Просто ее нажимаешь, и можно вообще ни про что не переживать. Тогда у меня логичный вопрос. Хорошо, золото выросло почти что в 2 раза за последние 2 года. А почему тогда предыдущие 10 лет оно не росло вообще? Еще важный нюанс. Если мы уж говорим про драгметаллы, почему мы говорим только про золото? У нас есть серебро, и именно из серебра всегда были сделаны самые ходовые монеты. Можно вообще уйти в сторону от драгметаллов и посмотреть, например, на медь. Цены растут, соответственно, логичный вопрос. А как там с дефицитом сырья? А как там с инвестициями? И, может быть, медь сильно лучше, чем золото? Со всеми аспектами я разобрался. И в этом видео мы поговорим, что реально происходит на рынке драгметаллов. Почему золото выстрелило именно сейчас? Есть ли в этом элемент пузыря? Или вообще все прекрасно, оно продолжит по экспоненте двигаться вверх? Как всегда, поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, чтобы разобраться, а что делать именно вам. Почти 90% советов по инвестициям звучит одинаково. Если не знаете, куда вкладывать, берите золото. Это самый надежный, самый стабильный, а теперь еще и чуть ли не самый быстро растущий актив. Звучит это очень красиво, но, к сожалению, в реальности это совсем не так. Если бы это все было правдой, мы бы видели постоянный, стабильный рост золота. Такие инвест-советы подкрепляются исключительно одним. За последние 2 года есть рост, значит, все прекрасно, золото обновляет максимум, центробанки его скупают, на рынках есть неопределенность, все классно, здорово и думать ни про что не нужно. Вот здесь и есть самое интересное. Всегда рост цены – это следствие рыночных факторов. Это не первопричина. Тогда логичный вопрос. А почему золото растет именно сейчас, а не, скажем, 5 лет назад? Очень важно, что рост практически не связан с тем, что повысился спрос на продукцию ювелирной промышленности. То есть люди не стали больше любить золото внезапно за эти 2 года. Ключевое изменение спроса – это спрос со стороны центральных банков, а также спрос со стороны крупных денег и игроков. Вот этот компонент изменился кратно. После конфликта России и Украины последовал жесточайший пакет санкций со стороны США, Евросоюза, Великобритании и многих развитых стран. Что произошло? Заморозка резервов, санкции, сложные политические решения, ограничения в использовании. То есть даже если у вас есть деньги, то их нужно 33 раза проверить. И вот это все и привело к повышению спроса со стороны ЦБ. Золото практически идеальный вариант. У него нет эмитента, оно не привязано к одной стране. Его нельзя как-то технически отключить или ограничить. И самое главное, после переплавки на афинажном заводе вообще непонятно, откуда это золото приехало. Это и есть ключевая причина повышенного спроса. Не только инфляция или не только ставки ФРС. Это еще и результат кризиса доверия. Здесь возникает самый главный вопрос. Если результат спроса – это именно кризис недоверия, а что произойдет, если вдруг это недоверие ослабнет или наоборот укрепится? К этому вопросу мы вернемся чуть позже, потому что ответ на этот вопрос – это и есть ответ на вопрос для инвестора. А где здесь риски? Небольшой автоп. Я как раз хочу проиллюстрировать. Очень много кто говорит, что золото растет из-за промышленного спроса, из-за спроса на ювелирку. Вот, чуть ли не в Индии вот такие сережки стали покупать. С 1981 года по 2006 золото не выросло вообще. Это, напомню, при двузначных цифрах инфляции. То есть это значит, что реальная его стоимость, она не то что не выросла, она даже снизилась. Прошло целых 25 лет. У нас что, не развивались технологии, не было спроса на ювелирку, не росло население на земле, папа маме не покупал сережки на Новый год. Это все так? Нет, это совсем не так. У нас инфляция, опять-таки, про инфляцию и про ФРС, инфляция в США в 80-х достигала двузначных цифр. То есть, соответственно, если бы все активы растут, что такое инфляция? Это рост цен. Золото, безусловно, это в том числе товар. А почему тогда на золото цены не выросли? Дело не в золоте, не в его цене сейчас, а дело в особенностях финансовой системы и в системе ожиданий. Вот это очень важно понимать, потому что если не понимать этой логики, то золото можно просто сейчас купить на хаях, а потом 10 лет ждать, когда оно хотя бы номинально вернется к этому уровню. Я быстро остановлюсь на серебре, потому что очень много кто говорит, а вот стоимость серебра, она, безусловно, должна догнать стоимость золота. Или там должен быть вот такой-то дисконт. Да никто никому ничего не должен. Там структура спроса абсолютно другая. Большая часть спроса на серебро – это производная от спроса промышленности. И при этом рынок на серебро, он уже несколько лет в дефиците. Когда нам говорят, что есть вот определенные соотношения 1 к 18, а должно быть 1 к 80, это должно быть где-то, наверное, в голове у автора. То есть каких-то выведенных и подтвержденных соотношений и ограничений их нету. Серебро очень сильно схоже с золотом в плане динамики цены. Но причины у этого отличаются. Серебро – это демонстрация индустриального спроса. Это процикличный актив.
А золото – это инструмент перераспределения рисков, он ацикличный. То, что он сейчас растет, и то, что сейчас динамика совпала, это именно совпадение. Структура спроса и первопричины разные. Отдельно коснемся упоминания ФРС, упоминания ставок. Безусловно, чем больше денег на рынке, тем дороже будут стоить активы. То есть это, по сути, инфляция применительно к активам. То есть, грубо говоря, если напечатали вдруг много долларов, а золото осталось столько же, и спрос на него устойчивый, то, скорее всего, цена золота пойдет вверх. Соответственно, политика ФРС, безусловно, влияет на эти все активы. Но это лишь один из компонентов. Для того, чтобы следить за актуальными решениями ФРС, всегда быть в курсе и получать своевременные и четкие комментарии относительно того, что значит то или иное решение и какие будут последствия, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там все выходит достаточно быстро. Ссылка на него внизу, а я продолжаю. Вот мы и пришли к самому главному вопросу. А сейчас уже поздно покупать? Или еще нет? Вот прямо сейчас нужно бежать, заводить деньги на биржу и нажимать кнопку Buy. Но на самом деле правильный вопрос-то другой. А зачем вы вообще думаете про инвестиции в золото? Это у вас страховка, это часть вашего портфеля, это желание поспекулировать. Вот что из этого вы выбрали для себя? И самое главное, почему? Потому что если вы просто будете слушать советы инвестконсультантов, которые, кстати, заинтересованы в том, чтобы вы зашли именно к ним, и когда вы купили, они заработали комиссию, то это уже не инвестиции, это уже не аналитика, это просто вера конкретному консультанту. Я регулярно разбираю такие вопросы в своем телеграм-канале, без лозунгов и без ненужных эмоций. Если у вас есть вопрос ко мне, то ссылку на личный телеграм я также оставил внизу. Самое главное, что вам нужно понять про золото, это не магический актив, который всегда растет. И серебро это точно такой же не магический актив, он процикличен. Он зависит от спроса со стороны промышленности. И ключевой фактор спроса на золото – это то, что мир стал гораздо более нестабильным. И рынок это честно отыгрывает. Соответственно, инвестор – это тот, кто реально понимает контекст, кто действует на основе выверенной аналитики, а не тот, кто принимает решение эмоционально, посмотрев на 2 года непонятно откуда взявшегося роста. Если ваше мнение отличается от моего, напишите в комментариях. Это всегда полезно. С вами был Кучинский Кирилл. До встречи в новых видео.